Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас агрогороскоп с 11 по 13 октября 2021 года. Это время уже растущей Луны, это еще первая фаза и время в нашем любимом также знаке Козероги. Время московское. Итак, растущая Луна в Козероге начнется только вечером с 20 часов 16 минут. Но 11 октября, предваряя вот этот период, в понедельник будет Луна находиться еще в знаке Стрелец. И в это время, смотрите, я не рекомендую ни посевы, ни высадку рассады, в связи с тем, что у нас Луна без курса с 7 часов утра 33 минут до 20 часов 15 минут, до момента перехода в знак Козерог. Поэтому далее у нас будут все работы только с 20 часов 30 минут, а лучше с 21 часа уже точно устаканятся, успокоятся все энергии Козерога, и мы можем с вами заниматься вот этими важными работами. Итак, 11 октября вечером можно уже сеять вершки и корешки. Если у вас световой день, благодаря московскому времени вы определили, и у вас световой день как раз солнышко есть, и вы можете высаживать, высаживаете озимые чеснок и лук после 21 часа по московскому времени. Также с рассадой любых растений можно высаживать после 21 часа. В саду то же самое после 21 часа. Укореняем черенки, высаживаем любые саженцы. Это если у вас там световой день еще продолжается или начинается. Весь мир наш в разных часовых поясах, поэтому мы даем время по Москве, и все прекрасно пользуются вот этой программой в Гугле, которая помогает определить свое местное время. С цветами та же самая ситуация. С 20 часов 30 минут можно высаживать любые луковичные, просто какие-то цветы, рассаду. Можно делить цветы, можно высаживать все абсолютно, пересаживать. И тоже хорошо уже в это время начинать черенковать. После 21 часа нарезайте череночки и укореняйте череночки цветочных растений. Те, кто живет в северных регионах и у вас снег, естественно, для вас это актуально будет для комнатных цветов. А для теплых стран актуальны вот эти вопросы. Комнатные цветы после 21 часа. Смотрите, что мы можем делать. Очень хорошо, чтобы к Новому году получить цветущие гипеаструмы, можно высаживать их, луковицы. Любые другие цветы тоже высаживайте. У вас уже есть рассада укорененных черенков. Высаживайте, пересаживайте, перевалку делайте. Снова же хотите размножить цветочки комнатные. Это для всех регионов, потому что это в комнате, дома, тепло. Включили свет, и вы можете нарезать черенки и укоренять эти череночки. Поэтому вот эту работу можно делать для комнатных цветов в любое время суток. Все-таки под крышей и тепло, и свет есть. По поливам и подкормкам. В Стрельце не проводим поливы, потому что они бесполезны, но, естественно, и подкормки опасны, особенно минеральные удобрения. А поливать можно, вот с 21 часа можно поливать, а подкормки перенесите на 12 октября. И очень важный момент сейчас мы рассмотрим, это у нас сбор урожая, заготовки, закладка на хранение. Тот, кто скажет, что у нас нечего собирать, хорошо, зато есть что собирать. Средняя полоса еще, юг, очень много еще чего есть в садах, можно собирать. И, естественно, теплые страны, поэтому можно собирать урожай для того, чтобы перерабатывать любые виды переработки, закладывать на хранение. И с 21 часа можно начинать квасить капусту. Яблоки, все, что вы собираетесь квасить, пожалуйста, с этого момента начинается вот этот благоприятный период. А теперь вот эта замечательная дата 12 октября, к которой все готовятся. Желаю вам хорошей погоды, благодатной погоды, чтобы вы то, что запланировали, все сделали и все у вас получилось.
Надеюсь, что именно так и будет. Приближаемся чуть-чуть ближе к этому дню. И вот мы рассматриваем его полностью. Чистый день, никаких проблем, никаких у нас замечаний по поводу срыва работ. 24 часа можно заниматься этими работами. Посевы и посадка. Озимый чеснок и лук. Вот это время пришло. Плюс любые вершки и корешки. Это время первой фазы уже испытано много лет. Не только в нашей семье, но и нашими зрителями прекрасно получается в этом знаке и вершки, и корешки. Хорошего вам урожая. Высаживайте. Любая рассада в это время можно высаживать. Для тепличников, для теплых стран, пожалуйста, высаживайте рассаду, у вас все получится. Юг то же самое. В саду, вот это очень горячее время, тоже очень многие писали, когда же мы можем свои саженцы, которые купили, прикопали, кто-то высадил в горшки, когда можно уже их высадить? Вот это время, уже 12 октября, во вторник, посадка любых саженцев. Любые саженцы, это хвойные, ягодные, декоративные. Ну вот что у вас запланировано, то ли слива, то ли яблоня, смородина, ежевика, малина, все, что вы запланировали, пожалуйста, высаживайте, все хорошо получится, приживется. В Козероге это очень важный знак для посадки именно садовых растений, хотя и для овощных. Козерог – кардинальный знак Земли, управляемый Сатурном. И вот Козерогу как раз присущи вот эти необыкновенная стойкость и упорство, огромный такой энергетический потенциал, который позволяет вот растения, кажется, долго сидят на одном месте, а затем вот это здоровый вид, постепенное развитие, и затем много лет дает урожай садовые растения. Поэтому используем вот этот знак для садовых растений. Но, естественно, для цветов мы тоже можем использовать, получим тоже хороший результат. Здесь происходит вот такая интересная ситуация, что можно высаживать любые, то ли луковичные цветы, то ли рассадные, делить корневища, рассаживать растения. Можно высаживать саженцы декоративных, цветочных любых растений. Пожалуйста, черенкуйте и укореняйте черенки. Все это актуально, там, где актуально, делайте эту работу. И, естественно, такие же работы у нас совпадают с комнатными цветами. Здесь тоже можно высаживать луковичные, как мы уже говорили, вечером 11-го, любые луковичные цветы, цветы просто рассаду, что-то вам подарили, перевалку, пересадку. Черенкуйте, размножайте свои любимые растения комнатные и укореняйте их. Очень хорошо происходит укоренение, и вы об этом уже знаете. Многие уже просто приспособились, и у них хорошо получается. Я очень рада за вас и рада вашим сообщениям и фотографиям, что этот знак дает вам очень хороший результат. Поливы подкормки, конечно же, очень хорошо. Подкормки особенно для тех растений, которые собираются цвести или зацветут. Ну и у нас пришло время для заготовок. Это момент, когда осенью очень важно собрать урожай, далее все заготовить, переработать, законсервировать. Можно сушить, замораживать, квасить капусту, квасить яблоки. Все, что вы хотите квасить в это время, заквашивайте, и очень хорошие результаты получите, будет хорошо храниться. Единственное, что вот у меня есть сообщение, что в одной из горячих стран, где высокие температуры, тоже решили квасить капусту. При высоких температурах не получается долгое хранение квашеной капусты. Просто при этой температуре нужно обязательно перекладывать все в холодильник после 3 дней вот этого интенсивного квашения в теплой температуре. Мы так и делаем, квасим капусту сначала на кухне, а затем набираем или переносим в холодное место, или же в холодильник. Идем дальше. Смотрите, 12 число у нас такой замечательный день, замечательный просто. И 13, казалось бы, Козерог, переход аж в Водолей в 23:48, но такое небольшое новолуние, полнолуние, по энергии очень стрессовое время, но оно длится плюс-минус 12 часов. У нас будет переход первый
Луны из первой во второй фазы в 6 часов утра 25 минут. И получается, что у нас практически сутки выпадают из этой работы. Поэтому, пожалуйста, если вы смотрите эти видео уже с нами много лет, вы знаете прекрасно, что в этот период нельзя ничего не сеять, не высаживать. Тем более и рассаду нельзя высаживать. Что можно делать в саду в это время? Готовьте посадочные ямы, ведь впереди будет весна, и она будет очень длинная, холодная зима, длительная весна. И нужно будет в очень короткий период все сделать затем. Поэтому готовьте посадочные ямы заранее. Если нужно, защищайте ваше растение от вредителей болезней, убирайте сад. Это все можно делать в этот день. Для цветов то же самое, открытый грунт, защита. Кстати, поливы подкормочки тоже здесь можно проводить и для цветов, и для сада. Именно садовые растения сейчас, там, где не было дождей, или где ливни, которые просто быстро в знаке стихии воздуха или огня прошли, они не впитались в землю, и, естественно, надо проверять и поливать. Комнатные цветы то же самое. Это защита, поливы и подкормочки. Поливы мы проводим, обратите внимание, до 21 часа, потому что далее у нас будет переход Луны из знака Козерог в знак Водолей. И то же самое подкормки до 21 часа. А сейчас как раз очень важно, если вы заготовками 12 занимались, 13 это тоже актуально. Вот здесь, пожалуйста, не влияет стрессовая ситуация. Единственное, что следите за своим здоровьем. Можно спокойно собирать урожай, закладывать на хранение, перерабатывать, а также еще квасить капусту. Но, пожалуйста, квасьте капусту до 21 часа, чтобы этот процесс квашения начался, и уже затем в стихии Водолей этот процесс уже будет остановлен, если впритык это делать. А так уже процесс начнется до 21 часа. Квасим капусту, яблоки, все, что у вас есть, квасьте на здоровье и на пользу вашу. Итак, день, который у нас будет после, это четверг, после Козерога, это уже день полностью чистый Водолей, 14 октября в четверг. Естественно, Водолеи мы не сеем, не высаживаем рассаду. В саду делаем различные технические работы, уборка, посадочные ямы. Если есть необходимость, защищаем растения от вредителей, от болезней. То же самое с цветами в открытом грунте, те же самые работы, плюс добавляется в северных регионах, уже наблюдайте за погодой, скоро нужно уже заниматься утеплением теплолюбивых растений. Готовьтесь, первичное укрытие, наблюдайте за погодой и готовьте растения к тому, чтобы их укрыть. Для комнатных цветов этих проблем нету, всегда тепло, можно заниматься, кстати, в Водолее и в Козероге. Если есть сухие части растений, что-то уже отработало, обрезайте их. Именно для для цветов это актуально. А вот в саду я уже, видите, не пишу, потому что это уже растущая луна. И даже если это зима, казалось бы, физиологические процессы остановлены, но все равно растение живет. В каждом растении есть душа, и там никогда не останавливается движение. Все работает. Единственное, что мы не видим с помощью листьев, что там происходит. Корни продолжают наращивать свои маленькие корешочки. Там идет без остановки творчество, творческий процесс. Ну а вот уже с поливами и подкормками в этот период нужно ни в коем случае их не проводить, быть очень внимательными, потому что это время стихии воздуха, растения заняты дыханием. Очень хорошо, что в это время можно заниматься сбором урожая, заготовки хорошо получаются в знаке стихии воздуха, и очень хорошо закладывать на хранение различные овощные, плодовые, ягодные культуры. А вот квашение капусты уже здесь, пожалуйста, видите, прочерк. Здесь не делаем, не квасим капусту, грибы и яблоки. Все уже заквасили в эти дни, самые лучшие. В это время, конечно же, можно в любой день квасить, но просто результат, ради чего мы делаем, мы готовим, чтобы было вкусно, чтобы она была нежная.
сочная, а в Водолее капуста получается сухой и горьковатой, такая жесткая. Нам эти вещи не нужны, нам нужна качественная, вкусная продукция. Итак, был гороскоп, агрогороскоп с 11 по 13 октября в знаке Козерог при растущей Луне. Луна для дома и для здоровья с 11 по 13 октября 2021 года. У нас есть несколько просьб, дополнений, поэтому я сегодня чуть-чуть по-другому буду объяснять и отвечать на ваши вопросы. Давайте рассмотрим 11 октября, когда Луна будет растущая в знаке Стрелец. У нас растущая Луна сейчас. Это очень важно. И до 20 часов 15 минут Луна будет именно в знаке стихии огня, а затем перейдет в знак стихии Земли. Поэтому в знаке стихии огня можно растопить печку 11 октября. Стрижка волос, мытье волос и покраска волос в это время не рекомендуется. Знак стихии огня очень плохо влияет на эти операции на нашей голове. Ремонт, побелка, покраска и другие работы – это да, это очень хорошо. Проветривать вещи весь день тоже очень хорошо. И вот новая у нас рубрика, которую попросили тоже дополнить. Эта рубрика связана с рукоделием, с творчеством, то есть вязание. Уже вечера теплые такие у печки или у камина, и хочется что-то делать. Так вот, в Стрельце не делайте этого. Это стремительный знак, и ничего толкового не получится. Лучше обдумать, а уже основательно нужно заниматься с 21 часа. Беритесь за спицы, нитки, подготовьте, и уже можно что-нибудь связать или нарисовать. Да любое домашнее творчество можно делать в этом знаке. В знаке уже Козерог, который у нас начнет работать с 21 часа. Плохо отстирываются в знаке огня какие-то особые маслянистые, грязные пятна. В это время очень сложно постирать. Поэтому используем при стирке, если это срочно надо, различные вот эти сейчас химические есть вещества, порошки для того, чтобы вывести пятна. Хорошо убирать в этот день. Ну и хочу сразу же, чтобы не перебегать, вот как мы раньше делали здоровье отдельно, в этот же день, 11 октября, рассмотрим важные наши задачи по здоровью. Что в знаке Стрелец уязвимо на нашем теле, в нашем организме. Это тазовые кости, органы малого таза, естественно, бедра, седалищный нерв, печень и кровеносная система. Поэтому напоминаю, минимальные физические нагрузки должны быть. Откажитесь от алкоголя, от жирных, острых блюд. Шашлык не рекомендуется в это время. Печень очень тяжело переносит эти продукты. Они тяжелы для нашей печени, естественно, перерабатывать, и это очень сложно принимать ей. И кровеносная система связана с печенью, все это отражается. Поэтому уйдите от этих блюд, от алкоголя в эти дни. И это можно будет сделать уже чуть-чуть позже. Мы сейчас рассмотрим, что можно есть в дни Стрельца. Естественно, орехи, овощи, различные зелень. Зелени очень много нужно есть. И отварное мясо. Печень вам только скажет спасибо и не будет гореть. А теперь рассмотрим 2 дня Козерога. Это 12 октября и 13 октября. Здесь практически все дела одинаковые, поэтому я не буду заострять внимание на один и второй день. Итак, 12 и 13 октября в Козероге нельзя растапливать печку. Это время, когда много влаги, давление сильное, притяжение земли, так называемое, идет. И с огнем сложно. Если же печка уже протоплена, теплая, у вас получится, все нормально будет. Но вот начинать протапливать камин, печку лучше вот здесь, 11-го, мы об этом сейчас говорили. Или же чуть-чуть позже, когда будет ветер нам помогать.
Что касается стрижки волос, вот наконец-то. 12 и 13 можно стричь волосы, мыть волосы, красить волосы. В Козероге это мягкое воздействие краски будет на волосы. И замечательно получится прическа, которую вы собираетесь сделать в эти дни. Вот это да, это можно этим заниматься. А вот ремонт, побелка, покраска перенесите на другой день, не делайте. Это даром потраченное время, нервы, ну и финансы. Проветривание вещей нет, потому что запах какой-то и влага притягиваются вещи, и запахи какие-то неприятные. Особенно сейчас топят печки, дым где-то берется, кто-то листья жжет. И вот это все притягивается в вещи, особенно вот эти дни Козерога. А вот рукоделие, вот оно, что-то хотите делать. Кстати, не только вязать, шить в это время очень хорошо. Любые виды деятельности профессиональные. Если вы повар, у вас очень вкусно получится в это время любое блюдо. Если вы чем-то другим занимаетесь, тоже творческим. Вот мы уже заметили с Александром, что вот эти дни прямо тянет что-то интересное сделать. И получается хорошо. Если раньше, до этого, другие дни, которые не подходят для творчества, и берешь, и бросаешь все, а вот здесь вот взялся и сделал, и красиво получается. Просто какое-то творческое вдохновение. Так что используйте для рукоделия вот этот период. Что касается стирки, да, это знак стихии Земли, можно стирать. И стирается довольно-таки неплохо, хотя это растущая Луна. Убирать с удовольствием убирайте, будет хорошо, все получится. И здоровье. Очень важно вот этот момент по здоровью, потому что здесь, смотрите, уже другие органы. Каждый период Луна находится в каждом знаке, и каждый этот период имеет какую-то особенность и отвечает за определенные наши органы. И поэтому, если знаешь вот эти вещи, можно избежать различных проблем со здоровьем. Смотрите, в Козероге уязвима костная система. То есть наши кости, суставы, сухожилия, но особенно колени. Вспомните, что такое Козерог. Да? Козерог пригнулся на коленки и собирается прыгнуть. И вот это как будто бы даже в знаке заложено. Вот берегите колени, потому что очень сложно в это время для них. На них большая нагрузка. Ну и, естественно, желчный пузырь. Видите, в Стрельце печень, сейчас у нас желчный пузырь. Это тоже очень важный, я бы сказала, очень-очень важный орган, хотя неважных нет в нашем теле. Тоже нужно обратить внимание на питание, мы чуть позже скажем. Что еще в это время обостряется болезни кожи, ревматизм, конечно же, с костями это связано. И, естественно, нарушается обмен веществ. Вот эти вещи, если мы знаем, естественно, мы можем себе заранее подготовить различные компрессы, настои на травах и коленки свои в это время в теплые, вечером в теплые ткани, вот эти компрессы поставить и, естественно, весь этот период проскочить безболезненно. Ну, естественно, ревматизм тоже предусмотреть. Для этого различные, не только компрессы, а какие-то согревающие мази на ноги. Вот сделайте, и они вам будут очень благодарны. А вот в питании тоже, смотрите, печень, желчный пузырь. Это очень взаимосвязанные два органа. И важно в это время, естественно, отварные продукты есть. А также морскую рыбу, морепродукты. Молочные продукты. Для желчного пузыря в это время хорошо йогурты домашние. Очень хорошо орехи, овощи, вот любые капусты очень хорошо для этих органов. Корнеплоды, то есть все, что вы вырастили, все это можно использовать. Это и свекла, и морковь, и картофель различный. Редька, редис кто-то уже вырастил, дайкон уже собирает, черная редька. Все это очень хорошо в этот период для наших органов внутренних.
помидоры, перец, много зелени, ну и отварное мясо. Это можно использовать в этом знаке в эти дни 12 и 13. Остается у нас еще один день, который мы должны с вами рассмотреть и быть готовы к различным вот этим задачам с нашими органами. Итак, 14 это уже Водолей. Печку растапливать можно, это знак стихии воздуха, движение воздуха идет, можно. Конечно, лучше всего знак огня, но можно использовать знак стихии воздуха, поэтому пишу вот так вот. Можно, снова же, если первый раз, пробивайте вот эту пробку в дымоходе. И дальше вот эти важные, смотрите, очень много в Водолее можно делать. И обратить внимание на стрижку свою, постричь волосы, помыть хорошо волосы, покрасить можно, кстати, волосы. Но можно это делать, но знак стихии воздуха все-таки поберегите свои волосы. Но красьте, если есть необходимость. Кстати, очень хорошо и ремонт проводить, побелку, покраску, хорошо все получится. Проветривать вещи, ой, замечательно, если солнечная погода, а бывает в Водолее как раз часто дождь, так что выбирайте, если солнечная погода, ветерок, выносите вещи, они будут хорошо сушиться и набираться приятных ароматов. А вот с рукоделием в это время лучше подождать, отложите на время, будут другие знаки творческие. Просто-напросто в Водолее нет усидчивости, будут что-то отвлекать, различные какие-то моменты возникать, и не хочется это делать, и не получается, поэтому отложите на время вот эти важные дела. Ну, а готовить, кушать, это всегда нужно делать, но обычные какие-то блюда, нету вдохновения иногда. Я просто вам рассказываю, что я ощущаю, и поэтому делюсь с вами вот такими наблюдениями. Стирка. Да, в Водолее можно стирать, но снова же пятна, которые у нас жирные, от краски какие-то, очень тяжело отстирываются, поэтому лучше использовать какие-то, ну, у вас есть, каждый знает какие-то химические вещества, которые убирают вот эти пятна. Ну, а лучше просто отложить вот эти вещи, чуть позже можно будет постирать. Уборка, естественно, в Водолее легко проходит. Она просто летаешь в это время, легче, легкого, как говорится. Можно все быстро сделать и не заморачиваться очень долго. Здоровье, Водолей. О, что здесь? И снова же, дачники, огородники, садоводы, берегите свои ноги, особенно лодыжки, голенестопные суставы, икры. Вся мышечная система, кровообращение, сосуды ног, это вены, как раз расширение вен в это время происходит. Сердечно-сосудистая, нервная система, это все под ударом в это время, поэтому будьте внимательны. И как можно меньше нагрузок на ноги. Не стойте на ногах, посидите, потому что расширение вен. А еще лучше, зная, что это Водолей и что можно помочь своим ножкам, возьмите, какие мази вы используете, настойки, просто-напросто легонечко пройдитесь по своим ногам и поднимите ножки вверх, пусть вот они отдохнут. А что касается еды, то в этот период, пожалуйста, уже и шашлыки, любое мясо, колбаса, любые консервы, любые абсолютно, и рыбные, и овощные, все, что законсервировано, все это можно есть. Овощи очень хорошо, горох, фасоль, капусты все разновидности капусты. В это время очень хорошо для наших органов. Злаковые, рожь, пшеница, пшеничная каша в это время хороша. И ржаной хлеб. Вот это период, вот такие у нас задачи с сохранением своего здоровья и организации дел в доме для того, чтобы все было хорошо, приятно у нас получалось и не было проблем. Раиса Горяченко, Александр Болик желает вам хороших дел, удачных дел, творческого подхода к любому делу,
в выбранный день. Вы теперь знаете, когда что лучше делать. Удачи вам и всем крепкого здоровья. До новых встреч на нашем канале.